Всем привет! Сейчас будет такое очень короткое, но супер важное потоковое видео про страхи. Я с утра занималась вокалом с педагогом и почувствовала просто такую мощь, когда мы пели в микрофон, мы пели очень громко, а у меня всегда огромный страх петь в микрофон. Я просто, когда подношу свой голос, свой рот к микрофону, у меня внутри все сжимается. И мне стало интересно. В общем, сегодня я прям пошла в этот свой страх и ощутила, что когда ты туда идешь, распаковывается такая огромная сила, такая энергия, которая потом просто вот шарашит по телу, и ты благодаря этой энергии двигаешься еще быстрее по жизни. Вот, поэтому очень, кстати, важно идти в свои страхи, вот в то, что больше всего страшно. Там огромная сила. И мне пришла такая мысль, что страх вообще это такой темный ком, который находится где-то в какой-то части тела. И очень важно найти вообще, где этот страх находится, когда ты ощущаешь то, что ты боишься, вот, где это в теле чувствуется. И в этом шаре чаще всего звучат чужие голоса. То есть это шар из чужих голосов. Голоса мамы, папы, учителей, родственников, друзей, всех, кто когда-либо говорил тебе про то, что у тебя плохой голос, ты не умеешь петь, в ноты не попадаешь, фальшивишь. И этот ком из чужих голосов просто мешает нам двигаться, очень сильно мешает нам двигаться. Но очень важно понять, что эти голоса — это просто некие чужие программы, которые вообще к нам не относятся, но мы их почему-то носим с собой по жизни. Например, мама в детстве не реализовалась, она очень мечтала петь, она не реализовалась в музыке, и теперь топит тебя по поводу, что у тебя там какой-то не такой голос, у тебя не получится, и ты это просто перенимаешь на себя. Но на самом деле это просто мамина какая-то программа, которая звучит в ней. И очень важно это увидеть и понять, что вот этот вот ком, чужие голоса, это не мое. Люди привыкли с этим отождествляться, как вот есть, например, образ такой корзины, да, твоя собственная корзина, в которой, по идее, должны быть самые лучшие установки мира. Но в эту корзину мы складываем все подряд. Чужие мамины установки, чужие боли родственников, друзей. Мы просто собираем боли людей. И потом на этом пытаемся двигаться. Вот. Так вот, самое важное, получается, первое, это осознать, где находится, в какой части тела находится этот ком темный, достать его оттуда, посмотреть, что в этом шаре находится, чьи голоса звучат. Например, когда выходишь на сцену, когда только-только вот представляешь, что вот я хочу выйти на сцену и спеть песню, какой голос, чей голос конкретно звучит в голове и какие конкретно фразы там звучат. Вот очень круто все это выписать, понять, что это не мое, растождествиться с этим, да, разъединить себя и этот голос, и поменять эти установки. И вот это вот растождествление — это уже огромный шаг к тому, чтобы убрать эти страхи, убрать эти чужие голоса, тревогу и начать просто истинно идти своим путем по своему сердцу, чувствованию. В общем, кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, здесь будет много всего интересного. Поддержите меня комментариями, активностью. Всех люблю, всем пока!